Доброго времени суток, уважаемые сталкеры, вы на канале Nix and Play. Так как я не нашел готовых сайтов рандомайзеров для Рутуба, пришлось пользоваться костылями. В рандомайзер вбил общее количество комментариев и сгенерировал рандомное число, после чего искал нужный комментарий вручную. Достаточно кропотливое занятие. Итак, ники победителей в прошлом розыгрыше: Призм 125, JJ, Крым 88, Жора Пятно и Саша Малой. Поздравляю, призы я отправил на кладовщика кухни гурмана. Кроме игроков сервера RU1 и RU2, свои призы вы получите 31 января. Ну а кому не повезло в этот раз, не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш на Арафатку. Этот розыгрыш я провожу на ютубе, и для того, чтобы принять участие в нем, нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой правильный игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша будут известны уже через неделю. Желаю удачи! Неоднократно товарищи сталкеры в комментариях просили меня рассказать про новую землю, а в частности бешено желали, чтобы я затронул тему фарма в тех краях. Ввиду появившегося свободного времени я стал намного чаще лазить по тем местам, и так невзначай с одним из моих подписчиков мы забрели на Южный остров. И что же мы там обнаружили? Сейчас расскажу. А перед просмотром напоминаю, что открыт набор в мой клан SCP Foundation. Для того, чтобы вступить в него, нужно всего лишь написать мне сообщение в Discord, ВК или Telegram. Все ссылки есть в описании под этим видео. С нетерпением жду каждого. И перед просмотром желаю приятного аппетита всем, кто кушает. На Новой Земле существует всего два острова, Северный и Южный. На Северный можно попасть через Миколу Афанасьевича. Стоит он в квадрате D23, локация аэропорт. Отвезет он к Александру в квадрат B21 при условии, если твой персонаж достиг 75 уровня или есть 3000 репутации у любой из фракций. АП Конукова или бывшая администрация Зато. Или же 7500 очков репутации у лагеря экспедиции и гида. Также на остров Северный может отправить и лифтер. Сидит он в квадрате I91 в подвале бывшего завода ЛВЗ. Отправляет он к Вострякову в квадрат B43. Но лифтер говорить с тобой не будет до тех пор, пока ты не наберешь 3000 репутации у черного рынка или у бара ЛВЗ. После того, как ты воспользовался любым из предложенных способов и попал на новую землю остров Северный, тебе предстоит переход до острова Южный. На него можно попасть также несколькими способами. Первый и самый очевидный — это через мост. Находится этот переход в квадрате B61, где шакриоген за какие-то символические 20 тысяч проведет тебя прямиком на остров Южный. Но есть и второй способ. Этого секретного проводника зовут Джека Лондон. Встречается он в квадрате А63, появляется каждый игровой час, игровое время находится под мини-картой. Прошу не путать с серверным временем. За 200 тысяч Джека проведет тебя на костер к Сникерсу в квадрат D31, остров Южный. Хочу еще кое-что добавить про Джеку Лондона. Это уникальный проводник, который проведет тебя в две стороны. С острова Северный с квадрата А63 он ведет тебя на остров Южный в квадрат D31. А с южного острова тот же Лондон за 200 тысяч отведет тебя на остров Северный в квадрат B43 в порт острова Северный, сэкономив себе кучу времени, сил и, возможно, нервов. Это очень классный проводник, я совсем недавно про него узнал, а теперь спешу поделиться ценной информацией и с тобой. Для того, чтобы переходы стали в 2 раза дешевле для тебя, вводи промокод Nix на меню игры. Он подарит тебе премиум, бронежилет и другие нужные расходники, которые облегчат тебе старт в игре. И совсем не важно, где ты играешь, Steam, ВК или Launcher, промокод работает абсолютно везде, так что не оттягивай и скорее используй мой подарок. С переходами мы разобрались, теперь перейдем к фарму на том самом заветном острове Южном. В этом видео нас интересует гора с северным сиянием. Находится она в квадрате C41, остров Южный. Вокруг этой горы появляются артефакты, но не всегда. Время спавна определено серверным временем. Напоминаю, оно находится под мини-картой. Так вот, находясь там, появление артефактов идет каждые 6 часов игрового времени. В 6:00, в 12:00, в 18:00 и в 00. В это время возле горы и на самой горе появляются аномалии, в которых респаются щиты бета, гамма, дельта, эпсилон и стабилизаторы дельта и эпсилон. А спустя 29 минут, то есть в 6:29, 12:29, 18:29 и 0:29 на Земле, не в аномалиях, а на Земле вокруг горы респаются 3 рандомных артефакта. Щиты или стабилизаторы группы дельта и эпсилон. Возле этой горы можно легко насобирать сет щитов на продажу. На евро-сервере целый сет вместе со стабом стоит 1 400 000. Продавать их лучше всего в четверг или в пятницу, как раз перед субботними захватами. Если будешь выставлять щиты на доску вместе с контейнером, то не забудь учесть и его цену. В этом фарме вроде бы ничего сложного нет, просто запомнить время и все. Но нет, на сервере евро там обитают очень злые ребята, которые никого не пускают к своим обителям. И пофармить на этом сервере в тех местах будет весьма сложно или даже невозможно. У нас с Егором всего один раз получилось умыкнуть у них артефакты из-под носа. На RU3 сервере ситуация куда проще. Я спокойно бегал там и собирал все, что мне нужно. Местные ребята весьма лояльно относятся к заблудшим сталкерам. Про то, что творится на Южном острове и на других серверах, я, к сожалению, ничего не знаю, так как тупо
до туда не доходил. В этом видео мы разобрали один из способов фарма на новой земле острове Южном. Если тебе интересны ролики про новую землю, прошу написать об этом в комментариях, я с радостью прочту каждый. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подписывайся на канал, это лучшая благодарность за мой труд. И увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.